Трели певчих птиц всегда очаровывали человека и были символом романтики. Но в наши дни мы живем в городах, все дальше и дальше от лесных угодий, и песни соловья нам заменяют крики серебристых чаек и треск трамваев. Но, может быть, все не так плохо, и мы не умеем искать? О том, какие певчие птицы делят с нами наши каменные джунгли, и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура». Очень многие задаются вопросами, а существуют ли вот эти вот певчие птицы, те же соловьи и другие виды, где-то в городе? Можно ли их где-то услышать? И вообще, действительно, существуют ли в наших городах какие-то птицы, не столь привычные нашему взору? Как-то я, честно говоря, вот сейчас задумавшись над этим и прислушавшись, у себя в районе ничего певчего не услышал. Да, надо сказать, певчие птицы всегда были и будут, потому что их огромнейшее количество. И, конечно же, так как в городах очень много различных биотопов, то есть это и пруды, и озера, где есть и тростник, и рогоз, это и поля, и луга, и леса разнообразные, и парки в том числе, да, то, конечно же, для каждого места свои птицы, в том числе и певчие. И очень часто люди говорят, что да, в городе никого не слышу птиц, но открою секрет, что птицы поют больше всего это рано утром, когда люди в основном спят. Поэтому, если хотим услышать птичек, надо встать пораньше и, можно не выходить, открыть окно, и тогда уже, если недалеко лес или парк, то услышите трели птиц. Из певчих, конечно же, везде будет зяблик. Да, зяблик самая обычная распространенная птица вообще в Латвии. Это различные виды, конечно же, тех же синиц, поползень, который я упоминал, зарянка, да, горехвостки были. Если еще вывешены скворечники, это у нас сразу уже идут скворцы, мухоловки. Так что уже видов 10 набирается. Если что-то где-то заросшее, конечно же, заряночка может быть спеть, крапивник, да, различные славки, тоже их там несколько видов, и там, где у кого малина растет, скажем, там могут гнездиться, да, или кусты различные, смороды, тоже те же славки, там несколько видов, да. Так что таких певцов и маленьких птичек мы всегда можем увидеть. И чем разнообразнее место, то есть, скажем, частные дома со своей территорией, сады различные, да, если есть какой-то парк, и, скажем, если озеро или пруд или заросшие, да, потому что не нравятся мне такие места, где, скажем, есть вода, и людям, конечно же, нравится подход к воде, нравится купаться, это все ясно. Но если мы хотим разнообразия птиц, если мы хотим, допустим, же лысух, черные, как их называют, уточки, нырки, да, если мы хотим ту же крякву с птенцами видеть, все-таки этим птицам надо где-то гнездиться в тростнике, да. Затем есть такие птицы, тростниковки, их так и называют, да, дроздовидная очень красиво, громко поет, потому что они связаны только с тростником. Так что если заросший водоем, то там сразу тростниковок будет уже тоже вида 3-4. Да, и это будут и овсянки тростниковые, да, поэтому, в принципе, чем разнообразнее вокруг нас мир, так сказать, различные биотопы, мы их биологи называем, да, тем большее количество птиц будет. Конечно, если это просто поле или просто лес, там будет определенный набор птиц. Как разобраться с этими песнями птиц и понять вообще, кого я ищу по тому или иному голосу? Потому что, плюс-минус, наверное, все представляют трели соловья. Может быть, это просто кто-то чирикает, а то и несколько птиц рядом, и все это складывается в какую-то сложную полифонию. Обычно так и бывает, что не одна птица поет, а если, как я говорил, в мае, когда целый хор, да, тогда человеку лишь кажется, что это одна птичка поет. Надо сказать, чтобы определять, различать голоса птиц,
нужен немножко, как говорится, и слух. Ну, а кому медведь на ухо наступил, ну, там уже особо много птичьих песен, но нельзя будет различить. Но самое легкое, я думаю, это пробовать записать на тот же телефон, если, конечно, птица близко. Конечно, не шуметь, потому что птицы, ну, иногда бывают такие самцы, весна все-таки, поют и не обращают особого внимания на шум и шорох, и этим город, конечно же, и хорош, потому что транспорт, люди, да, и птицы, ну, немного уже привыкли к этому шуму. И многие виды можно наблюдать с небольшого расстояния, в отличие, если мы тот же вид захотим где-то вне города тоже увидеть или сфотографировать, или записать, там чуть-чуть нога не туда, так сказать, встала, что-то хрустнуло, птица сразу замолкает или улетает. Да? В городе в этом плане немножечко все-таки попроще. Еще что надо запомнить, что скворец, он немножечко, ну, может нам помешать. Помешать в каком плане? Как таковой своей песни у него нету. И он очень часто подражает голосам других птиц или различным звукам. Это могут быть и лягушки, как квакают, да, и даже как люди разговаривают. Ну, конечно, нельзя слова отличить, но понимаешь, что какой-то там язык, диалект не латвийский, да, где-то, наверное, на зимовке научился скворец. Иногда как сигнализация машин тоже можно слышать, иногда как котик мяукает, да, или собачка там гавкает. Так вот, да, когда слышите какой-то голос птицы, ну, надо вот сразу сориентироваться, не может ли это быть скворец. Еще вторая птица, есть такая сойка. Я думаю, все знают эту птицу. Как минимум, «Голодные игры» смотрели, там была эта сойка-пересмешница. Да, ну, да, у нас другая сойка, обыкновенная. Так вот, тоже иногда бывает, что и тоже как котик может помяукать, может, очень часто она подражает голосу конюка, это самая обычная хищная птица, да, но он такой голос издает, когда где-то там летит высоко, да, парит, а если вдруг с дерева такой голос доносится, то ясно, что он, ну, не может конюк сидеть и издавать такой голос. Скворечники. Да, то есть сразу ясно, что это сойка. Так что вот будьте внимательны, если такие пересмешники у нас, так сказать. Слушайте, да, я вот не могу сейчас просто не спросить, а зачем им это надо? Ну хорошо, условно это возможность пения птицы обратить на себя внимание своего партнера, да? Но, во-первых, в птичьем мире межрасовые свадьбы не очень-то существуют, насколько мне известно. А во-вторых, ну хорошо, позвал он котика или конюка, не дай бог. Что он будет с этим делать? Не-не-не, цель не в том, чтобы котика приманить. Цель просто в том, чтобы самку своего вида удивить. Я бы так, наверное, это сказал. Потому что, меня орел позвал? Ну, не-не-не, конюк не полетит на голос такой сойки, да. Так что это среди одного вида, вот просто так и песни состоят из, ну, скажем, не своей песни, а из какой-то череды звуков различных, да, так что, ну, вот каждый как может, так и умеет. Ну, то же самое, как, я не знаю, люди, кто рок, кто что-то более мелодичное, так, наверное, и у скворцов, да. Так что это не значит, что та же иволга прилетит самочка на пение скворца, и что-то у них там получится, да. Даже если она на это поведется, ну, она сразу поймет, что, ну, да, что-то не того. Самец должен быть желто-черный, а здесь просто черный парень, да, так что ничего там такого не будет. Хорошо, допустим, мы определились с тем, что я услышал некую там трель, некую песню некой птицы. И следующий вопрос, который звучал, это как ее увидеть там в кустарнике где-то на дереве, как ее найти. И как только ты начинаешь пытаться приблизиться к этому дереву, птица замолкает, а в худшем случае еще и тихо потом куда-нибудь улетает. Поэтому и надо различать птиц вот именно в то время, когда уже есть листья, листва, да, в кроне дерева, именно по голосам. Потому что вне таких, скажем, парков, лесов, огородов, да, на таких открытых пространствах мы птиц можем, конечно же, увидеть, ну, даже того же возьмем
жаворонка, который, когда там поет, так прекрасно, высоко взлетает, да, машет крылышками и, сладенько так поет. Мы можем видеть, да. Что касается таких более лесных видов, здесь-то и есть искусство отличить вид по песне. А увидеть глазами как? То есть народ хочет лицезреть, кто издает этот звук? Я бы сказал, что практически нереально. Либо очень долго надо следить, не шевелиться, иметь при этом хорошую оптику, да, либо хватает и фотографий в интернете в том же. То есть взять условно внучка или там ребенка за руку и сказать: пойдем, я тебе покажу соловья. Нереально. Соловья вы не увидите. Услышите, увидеть не увидите, да. Поэтому, в принципе, на открытых пространствах я беру телескоп, когда я иду в лес, скажем, да, или вот в такие похожие, биотопы, да, тогда у меня только бинокль, потому что, это максимально расстояние там маленькое, да, потому что дерево за деревом, и тогда, в принципе, работают уши, и только уже тогда, иногда, когда видишь, что кто-то перелетает, или примерно где поет, там, начинаешь биноклем изучать эти веточки, да, иногда удается действительно увидеть птицу, но это, в принципе, довольно все-таки редко. Какие еще птицы населяют наши города, если мы условно уйдем от птиц певчих и, например, затронем тех же птиц хищных? Что у нас в городе может быть? Если мы в центре города, да, вообще во всех микрорайонах, то, конечно же, это ястреб, тетеревятник. Такой довольно большой хищник, пестрый такой рябой живот у него, да, и если вы видите, что какой-то хищник охотится на голубей, либо там на уток тоже может, схватил и куда-то на крышу унес, да, либо там же на улице где-то разделывает свою тушку, разделывает — это такое нехорошее слово, то есть вырывает перья и затем уже начинает кусочек по кусочку кушать, то это именно и будет вот этот ястреб, тетеревятник, да. Конечно, может быть у нас и поменьше хищников. Второй его родственник — это ястреб-перепелятник, да, и, кстати, вот в зимнее время самое легкое их наблюдать, те, кто кормят птичек, тех же синиц, зеленушек, там, да, то тогда очень часто вот этот маленький ястребок дежурит вот у таких мест, чтобы поймать себе добычу, да. Так что пищевая цепочка такая образуется. Так что, в принципе, хищников не так уж и много, но они, в принципе, есть. Но люди часто их не видят, поскольку все-таки хищник либо сидит на каком-то здании, высматривает свою добычу, да, либо просто кружит вверху. А когда человек ходит по улице, куда мы все смотрим? Под ноги, поэтому... Поэтому воробьи и голуби. Да, поэтому часто мы, видим только тех птиц, которые сидят где-то на земле, но часто не видим тех, которые где-то летят или сидят наверху. Хорошо, Дмитрий, огромное спасибо за ваш рассказ. Я надеюсь, что он объяснит желающим познакомиться, повстречаться, изучать певчих птиц, кое-какие тонкости этого дела и поможет им ответить на их вопросы. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».